Всем привет! В этом видео мы собрали 5, на наш взгляд, весьма неплохих роботов-пылесосов. Все они с эффективной лазерной навигацией. Все приспособлены для сухой и влажной уборки. Все стоят не дороже 25 тысяч рублей. Именно эти критерии нам и были важны. Это топ-5 роботов до 25 тысяч с лазерной навигацией, сухой и влажной уборкой. Знакомимся с участниками топа. Xiaomi, куда же без них в рейтинге роботов. Мы нашли подходящую под наши критерии модель. Ссылки на все роботы из топа внизу в описании видео. Redmond — популярный в России российский же бренд бытовой техники. Есть подходящая модель и у этого производителя, как и все участники этого топа. Произведена она в Китае. Другой российский бренд Polaris. Специально искали и у них подходящий робот, но чтобы российские марки были как-то шире представлены. И нашли, есть модель с лидаром с сухой и влажной уборкой. В официальном интернет-магазине бренда он, правда, этот робот гораздо дороже 25 тысяч, но на популярных маркетплейсах цена, как это часто бывает, другая, и мы вписываемся. Genio — еще один популярный бренд роботов и еще одна модель, участник нашего топа. И Ecovacs — тоже известный бренд роботов-пылесосов и тоже вписывается в наши критерии. У всей пятерки роботов лазерная навигация по помещению, лидар. Это понятно по башенке сверху. В ней находится вращающийся лазерный дальномер, который во время работы робота определяет расстояние до окружающих предметов, что позволяет строить максимально точную подробную карту помещения, а значит объезжать, например, препятствия и подъезжать максимально близко к стенам. В общем, делает уборку реально эффективной. Причем работа лазерного дальномера не зависит от освещения. Он эффективен и в темноте, как на открытых пространствах, так и под мебелью. Проблемы для лидара могут создать прозрачные или отражающие объекты. Зеркала, стекла, хромированные элементы мебели. Может не увидеть он и легкие занавески, такие как прозрачный тюль, например. Наличие лидара в роботе-пылесосе, это несомненный плюс и в итоге служит качественной уборке. Однако сама эта башенка, поскольку возвышается над корпусом, но она немного ограничивает робот в плане заезда под низкую мебель. Нет ничего идеального в этом мире. Никуда не делись, впрочем, и старые добрые инфракрасные датчики по бортам, плюс механический датчик столкновений, плюс датчики поверхности, чтобы пылесос не упал, например, с лестницы, со второго этажа. Все это есть у всех этих роботов, и когда мы говорим о системе навигации робота-пылесоса, мы всегда имеем в виду совместную работу этих датчиков для обеспечения, скажем так, осмысленного передвижения робота и в итоге быстрой и качественной уборки. Все 5 пылесосов способны на сухую и влажную уборку, но немного по-разному все реализовано у этих моделей. У Xiaomi есть один контейнер для всего, и для только сухой уборки, и для комбинированной сухой и влажной. Во втором случае в него наливается небольшой объем воды. Снизу крепится насадка со съемной салфеткой из микрофибры. И вперед, поехали влажно убирать. У Redmond в комплекте 2 контейнера пылесборника. Один только для сухой уборки, а другой для комбинированной сухой и влажной. С одной стороны, с 2 контейнерами как-то больше мороки в контексте хранения. Нужно, чтобы второй где-то лежал, пока не используется, не мешал, при этом не затерялся. Но, с другой стороны, кому-то все же придется по душе такое более четкое разделение в этом плане между сухой и влажной уборкой. Такая более гигиеничная, возможно, для кого-то будет история. У Polaris контейнера тоже 2, отдельно для сухой уборки и для сухой и влажной. Оба контейнера, что называется, с наворотами. В съемном боксе для сухой уборки есть система мини-циклонов, которая, по информации производителя, помогает благодаря центробежной силе отсеивать мусор из воздуха, и благодаря этому уже основной фильтр меньше засоряется и дольше прослужит.
Ну, наверное, это требует длительного теста. А контейнер для комбинированной сухой и влажной уборки здесь снабжен виброплатформой, которая во время уборки производит круговые движения, такие вибрации, что должно способствовать лучшему результату. Ну, чище пол в итоге. Но знаете, вот с учетом того, что влажная, да и сухая уборка у роботов это все равно совсем не генеральная, она для поддержания чистоты, вот не уверен, что стоило так уж заморачиваться. Есть среди наших зрителей владельцы вот такого робота Polaris? Ну тогда ждем вас в комментариях с восторженными отзывами по поводу его влажной вибрации. Робот Genio. У него есть контейнер для сухой уборки и есть для комбинированной сухой и влажной. Тут они схожи, например, с Redmond, хотя отличие в установке. У Genio контейнеры вставляются в центр робота, а у Redmond оба контейнера, они крепятся по борту в задней части. В целом, как правило, для качества уборки это несущественно. Вопрос удобства. Напишите в комментариях, какая конфигурация вам кажется более удобной. EcoVax. Здесь тоже интересное решение. Контейнер для сухой уборки устанавливается в центральной части робота, а вот контейнер для воды сзади по борту. Это именно съемный бокс для чистой воды. Мусор в него не попадает. Для него тут один контейнер, который используется как во время сухой, так и в процессе комбинированной уборки. Обратите внимание еще на салфетки из микрофибры. У Xiaomi, например, а еще у Genio, они побольше по размерам, чем у других роботов. Это делает уборку несколько эффективней. Просто большая площадь протирается за один проезд. У некоторых роботов, кроме сухой и комбинированной уборки, такой одновременной сухой и влажной, логичной, есть еще только влажная уборка. То есть это по сути работа в режиме полотера. Мусор не всасывается в пылесос, но покрытие пола оно увлажняется и протирается. Плюс какой-то мусор, он все-таки может собираться вот этой салфеткой из микрофибры. Если вам такой режим уборки актуален, то обращайте внимание на его наличие. Кстати, напишите в комментариях, для каких уборочных ситуаций, скажем так, может пригодиться такой режим полотера. Я что-то как-то сразу и не соображу, честно говоря. И еще момент, совмещенный контейнер для сухой и влажной уборки, как у Xiaomi, это, как правило, меньшая вместимость по мусору. У робота Xiaomi он всего 300 мл объем, да? Было бы больше, но почти 200 съедает бак для воды. Тогда как, например, у Redmond 800 мл объем полисборника для сухой уборки, а для комбинированной 350 плюс 300 бак для воды. При уборке таких небольших помещений все это не так уж важно. А вот если большая квартира, дом, хорошо, когда пылесборник побольше мусора вмещает. И это еще не все про сухую и влажную уборку. Смотрите, у нас в квартирах ведь как? Покрытие пола, они могут быть разными. Где-то ламинат, где-то плитка, может быть паркет и так далее. У всех этих покрытий с водой, скажем так, свои отношения. Что-то можно увлажнять безопасно, например, плитку, а с тем же паркетом нужно как-то осторожно. И у всех наших роботов, это уже в целом данность для современных моделей, есть регулировка степени подачи воды к этой салфетке из микрофибры, то есть к полу. Это можно сделать из мобильного приложения. Мы дойдем еще до него, когда будем говорить об управлении. Кстати, перед началом влажной уборки салфетку из микрофибры рекомендуется предварительно равномерно смочить, потому что сама она не сразу равномерно намокает. Это такой маленький лайфхак, который, впрочем, обычно обозначен в инструкции. Читайте ее. И, наконец, вот еще что. На полу же часто лежат ковры, коврики. И хорошо бы, чтобы во время комбинированной уборки робот понимал это и объезжал ковры. В противном случае он будет на них заезжать и смачивать, что вообще-то не очень хорошо. Или может застрять из-за насадки с микрофиброй сзади. Тоже не здорово. Но если брать наши 5 роботов, то функция обнаружения ковров, в этом случае робот, если у него активен режим влажной уборки, на ковер заезжать не будет. Так вот,
Эта функция, она есть только у модели EcoVax. Обратите на это внимание. Когда уборка сухая и он заезжает на ковер, автоматически увеличивается мощность всасывания. Чем дольше робот работает от одного заряда аккумулятора, тем большую площадь он за раз уберет. Тем в итоге быстрее пройдет уборка. Ну, для маленьких квартир все это, опять же, не так актуально. А вот когда площадь побольше, важно. В целом показатели у наших роботов близки. Литий-ионный аккумулятор, а такие установленные во всех этих роботах, емкостью от 2600 до 3200 мАч, позволяет работать без подзарядки минут 120-140 и за раз объехать около 150 квадратных метров площади. Но тут нужно понимать, что это декларируемые производителями данные. Речь, естественно, о сухой уборке с минимальной мощностью всасывания. И вообще конкретика в этом плане, она, конечно, зависит от реальных условий уборки. У всех этих роботов есть HEPA-фильтры, ну или фильтры, созданные по HEPA-технологии. Они небольшие по размерам, и воздушный поток тут тоже не очень сильный, вот в сравнении с обычными такими пылесосами. Так что с очисткой воздуха эти фильтры справляются довольно неплохо. Обращайте внимание на наличие предварительных фильтров. Такие, знаете, пластиковые сетки, поролоновые вставки. Они отсекают крупный мусор, спасая от него фильтр тонкой очистки. И он, благодаря этому, служит дольше, не забивается быстро, реже его нужно менять. В частности, например, у робота Redmond перед HEPA есть предварительная пластиковая сетка и поролон, а у Xiaomi только HEPA. Второй вариант, когда HEPA-фильтр ничем не защищен, я считаю неправильным. Но в любом случае, HEPA-фильтры — это расходник. Просто в случае с Redmond и другими роботами, где вот есть эти дополнительные фильтры, вы реже будете их покупать. Хорошо, когда основная щетка робота универсальная. Есть щетина и дополнительные такие резиновые лопатки. Так щетка более эффективно собирает разный мусор. Эффективность уборки еще, конечно, зависит от длины щетки. Чем она длиннее, тем больше мусора за один проезд робот собирает. У всех этих роботов основные щетки съемные, чтобы их легко можно было очистить. Боковые щетки. Есть в этом видео модели с одной, а есть с двумя. Эффективность уборки может быть выше, когда работают две боковых щетки. Они сметают мусор к всасывающему отверстию и к основной щетке. Но тут тоже многое зависит от конкретных условий уборки, уровня загрязнения, от типа мусора. Что-то, наоборот, может сильнее разлетаться от двух таких щеток, тогда как от одной не настолько. Ну и с двумя щетками это более энергозатратная конфигурация, да, чем с одной для самого робота, для аккумулятора. Не забывайте, кстати, что щетки робота, как основная, так и боковые, это тоже расходники, и со временем их нужно менять. Как часто, зависит от интенсивности использования робота и условий уборок. Всеми роботами, попавшими в наш топ, можно управлять через мобильное приложение удаленно со смартфона. В целом, функциональность мобильных приложений у всех роботов схожая. Можно выбирать режимы уборки, автоматический, вдоль стен, точечный, и так далее. Тип, сухая или комбинированная сухая и влажная, или только влажная, режим полотера, как, например, у Xiaomi и Genio. Можно устанавливать мощность всасывания, сделать поменьше или побольше. Можно выбирать интенсивность подачи воды, если задействована и влажная уборка. Можно, ориентируясь по карте помещения, которую робот создает, и она есть в приложении, отправлять пылесос убирать в конкретную комнату, точку. Есть возможность создавать запретные, наоборот, зоны для уборки. Тогда пылесос туда не поедет. Мое любимое, да и многие, я думаю, этим пользуются, я это знаю, уборка по расписанию, чтобы робот отправлялся убирать, например, когда все на работе. Также в приложении легко контролировать убранную площадь, оно показывает время уборки, есть история уборок, подскажет оно и когда придет время менять фильтры. У всех роботов из этого видео есть полноценные
мобильные приложения, которые позволяют полностью их контролировать, уборку контролировать, находясь вне дома, в офисе или где-то еще, где есть интернет. Последнее, о чем хочется сказать непосредственно перед небольшим тестированием роботов, это комплектация. Нужно понимать, чем она богаче, чем больше запасных фильтров или щеток в коробке, салфеток для влажной уборки, тем лучше. Докупать, скорее всего, все равно придется что-то с течением времени. Но этот момент наступит позже, если производитель не пожадничал и положил запаски, назовем их так, в коробку. Самый жадный производитель в нашем случае это Xiaomi. Никаких дополнительных расходников в подарок пользователю не предусмотрено. И это, кстати, такая обычная история для китайского бренда. С учетом того, что функционально и эффективностью уборки современные роботы-пылесосы, честно говоря, мало чем друг от друга отличаются, я бы сделал выводы. Вот даже в нашем видео еще целых 4 варианта по схожей цене с комплектацией получше. Особых сомнений в эффективности уборки роботов с лидаром у меня нет. Исходя из опыта наших тестов, они хорошо справляются, реально. Но все же такую небольшую проверку мы им устроили. Роботы убирали первый этаж моей небольшой квартиры. Так у меня каждый день убирает мой робот. Использовали и сухую уборку, и комбинированную. Для наглядности рассыпали примерно одинаковое количество мусора в одних и тех же местах. Всех запускали через мобильное приложение. В итоге, как и ожидалось, проблем с уборкой не возникло. Роботы без проблем построили карту помещения, а потом объехали его и собрали большую часть мусора. Кое-где, кое-что, конечно, осталось, причем у всех роботов, что, в общем, понятно, мусора было много. В реальных условиях, так не бывает или бывает редко. Так что за навигацию и за качество уборки все 5 получают зачет. Напомню участников нашего теста и топа. Роботы Xiaomi, Redmond, Polaris, Genio и Ecovacs. Это реально крутые роботы-пылесосы с эффективной, такой реально современной лазерной навигацией, с сухой влажной уборкой и по адекватной, на мой взгляд, цене около 25 тысяч рублей. Напишите в комментариях, какой робот вам больше зашел и насколько цена 25 тысяч для вас окей за вот такой робот-пылесос. Интересно. Мои рекомендации по выбору, так обобщу слегка. При прочих равных выбирайте модель с правильно организованной системой фильтрации и с комплектацией побогаче. В нашем видео это, например, Redmond, Polaris, Ecovacs. У Ecovacs, напомню, еще полезное распознавание ковров реализовано. Если большая квартира, то посмотрите еще на емкость аккумулятора и на максимальное время работы при полном заряде и на площадь, которую робот за раз убирает. Но тут помните, что все зависит от конкретных условий уборки у вас дома. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и чем она нам полезна. Лайк, подписка. Перешлите видео тому, кто ищет недорогой, но эффективный робот-пылесос. До новых обзоров и тестов. Пока!